Все мы со школы знаем 4 колыбели цивилизации – Египет, Месопотамию, Индию и Китай. Так написано в учебниках и так устроена привычная карта прошлого. Вот только в песках Туркменистана нашли мир, который эту карту ломает. Целый город бронзового века с дворцами, храмами, оборонительными стенами, системой воды, царскими гробницами и искусством, слишком сложным для эпохи, какой мы ее себе представляли. Здесь обнаружили одни из древнейших образных мозаик бронзового века. В этом месте знатных людей хоронили в подземных гробницах, рядом с повозками, животными и теми, кто, возможно, должен был сопровождать их в загробный мир. Здесь, по одной из гипотез, готовили священный напиток хаому, который позже станет частью древнеиранской религиозной традиции. А на соседнем памятнике Туркменистана нашли крошечную печать со знаками, которые до сих пор вызывают споры. Это история Ганур-Дипе, города, ровесника великих цивилизаций бронзового века, о котором большинство людей попросту никогда не слышали. Сегодня мы разберем его честно, без мистики, без пришельцев и дешевых сенсаций. Только факты. Досмотрите видео до конца, потому что там самая странная находка, которая правда похожа на ошибку в истории. Юго-восток Туркменистана, пустыня Каракумы. Сегодня здесь только песок до горизонта, сухой ветер и зной. Трудно вообразить место, меньше похожее на колыбель цивилизации. Но 4000 лет назад все было иначе. По древней дельте реки Мургаб текла вода, а там, где есть вода, появляются поля. Где поля, там вырастают поселения, а иногда и города. Один такой город и оказался погребен под серым холмом. Местные так его и называли – Ганур-Дипе, серый холм. В 1972 году археолог Виктор Сарианиди поднял здесь с поверхности обычный черепок керамики. На первый взгляд ничего особенного – фрагмент древнего сосуда. Но для археолога именно такой осколок может стать началом целого мира. Сарианиди начал раскопки и не останавливался почти до самой смерти. 40 лет жизни он отдал этому месту. Год за годом песок отступал, и из-под него выходила не деревня, не маленькая крепость, не случайная стоянка кочевников, а огромный, тщательно спланированный город. Улицы, дворец, храмы, мастерские, жилые кварталы, стены с башнями, система воды и некрополь на тысячи погребений. Чем глубже копали, тем яснее становилось. Перед археологами не просто памятник бронзового века, а центр целой цивилизации, о которой мир почти ничего не знал. Ученые называют ее Бактрийско-Маргианским археологическим комплексом или Окской цивилизацией по античному имени реки. Существовала она примерно с 2300 по 1500 год до нашей эры. То есть в те самые века, когда в Египте уже стояли пирамиды, в Месопотамии росли города, а в долине Инда поднимались большие городские центры. И вдруг посреди Центральной Азии, в краю которой долго считали глухой периферией древнего мира, обнаруживается еще один сложный центр той же эпохи. В сердце Ганур-Дипе стоял дворцовый комплекс, размером примерно 150 метров на 140 или площадью около 2 гектаров. Это не жилище вождя, это архитектура власти. Вокруг храмы, дворы, хозяйственные постройки, мастерские, склады, жилые кварталы, а сам город берегли стены и башни. Здесь работали ремесленники, проводили ритуалы, жили люди самых разных статусов. Здесь были власть, порядок и организация. Но сильнее всего поражает вода. В пустыне вода – это не просто удобство, это сама жизнь. А в Ганур-Дипе были каналы, бассейны, водоотводы и продуманная система ее распределения. Люди, жившие здесь 4000 лет назад, не просто цеплялись за край пустыни, они заставили ее работать на себя. Сарианиди был убежден, перед ним столица. Столица древней страны, которую он связывал с Маргушем, загадочной Маргианой древних источников. И тут возникает закономерный вопрос. Если это был такой важный центр древнего мира, почему о нем почти не говорят в школе? Ответ неожиданный, и связан он не с бронзовым веком, а с 20-м. Ганур-Дипе начали активно изучать в советское время, а отчеты, статьи и книги Сарианиди десятилетиями выходили в основном на русском языке, в советских научных изданиях небольшими тиражами. Для западной академической среды этой цивилизации почти не существовало. Не потому, что ее не открыли, а потому, что открытие слишком поздно вошло в мировую научную дискуссию. Только представьте, археолог находит город уровня крупнейших центров бронзового века,
Дворцы, храмы, некрополь, печати, ритуальные комплексы, мозаики, сложную социальную структуру. Но все это десятилетиями остается за языковым, политическим и научным барьером. Цивилизацию не стерли заговорщики. Она просто не попала вовремя в общую картину прошлого. И вот результат. Миллионы людей по-прежнему знают 4 колыбели цивилизации, но не знают о Ганур-Депе. Хотя чем дольше археологи изучали это место, тем труднее было считать его второстепенным. Особенно после того, что нашли за городскими стенами. Некрополь. Настоящий город мертвых. Больше 5000 погребений. Это не просто кладбище, это застывший срез общества. Бедные могилы соседствовали с богатыми, встречали захоронения с украшениями, сосудами, оружием, животными и сложными обрядами. По ним видно, что общество Ганура было неравным. Здесь существовала элита, были люди, чей статус сохранялся даже после смерти. Но главная сенсация – так называемые царские гробницы. По размеру и форме они напоминают целые подземные дома. Их грабили еще в древности, и не раз, но даже уцелевшее потрясает. В одной из них нашли следы деревянной четырехколесной повозки, рядом останки верблюдов, а колеса были окованы медью. Это не просто транспорт, это символ статуса, образ дороги в иной мир. Рядом находили человеческие скелеты и кости животных. Такие погребения говорят о сложных представлениях о смерти, власти и загробной жизни. Но еще более удивительное ждало археологов на фасадах гробниц – фрагменты мозаичных панно. Не в Греции, не в Риме, не в поздней античности, а в Центральной Азии бронзового века. Их создавали в редкой технике, соединяя роспись по штукатурке с каменными вставками, и сегодня их называют одними из древнейших образных мозаик такого типа. И дело тут не только в возрасте, дело в самом уровне художественного мышления. Перед нами люди, которые, возможно, не оставили после себя длинных письменных текстов, но строили монументальные гробницы, проводили сложные обряды, работали с камнем, металлом, деревом, штукатуркой и цветом. Они умели превращать смерть в архитектуру, а власть в образ. И все же самым важным в царских гробницах мог оказаться не дворец, не золото и даже не мозаики, а один небольшой ритуальный предмет. Серебряная ситечка-воронка, найденная в кладке ритуального очага. На первый взгляд вещь почти бытовая, но рядом, в храмовых комплексах Ганура, исследователи находили следы веществ, которые Сарианиди связывал с приготовлением особого ритуального напитка. В его интерпретации речь могла идти о хауме. Хаума – священный напиток древнеиранской традиции, известный по религиозным текстам. Его готовили в ритуальном контексте, и связан он был с жрецами, огнем, жертвоприношением и измененным состоянием сознания. Сарианиди считал, что именно в Маргиане могли складываться очень ранние формы культа, которые позже свяжут с зороастрийской традицией. И вот здесь Ганур-Депе из археологического памятника превращается в место, где, возможно, формировались идеи, повлиявшие на огромную часть Евразии. Огонь, ритуальный напиток, храмы, жрецы, священное пространство – все это здесь было. Но будем точны, прямых доказательств, что зороастризм возник именно здесь, нет. Нет надписи «Здесь жил Заратустра», нет текста, который закрыл бы спор окончательно. Более того, часть ученых оспаривает и саму версию с напитком. Повторные лабораторные анализы остатков в сосудах не подтвердили следов мака, конопли и эфедры, и многие специалисты относятся к гипотезам Сарианиди осторожно. И все же кое-что остается бесспорным – храмы, огненные алтари, само устройство ритуальных комплексов и сложный мир верований, который явно не сводился к простой деревенской магии. Это была зрелая религиозная система бронзового века и, может быть, один из забытых истоков, из которых позже выросли большие религиозные традиции. Но самая загадочная часть этой истории связана даже не с самим Гонором, а с другим древним памятником Туркменистана – Анау. В 2000 году там нашли крошечную каменную печать размером с ноготь, и на ней было вырезано несколько знаков. Вот тут и начинается самое странное. Некоторые исследователи заметили, что эти знаки напоминают элементы китайского письма. Причем не любые знаки, а конкретный стиль, который в Китае называют «малой печатью». А теперь проблема с датами. Печать из Анау относят примерно к 2300 году до нашей эры, а китайская малая печать появляется лишь в конце первого тысячелетия до нашей эры в эпоху объединения Китая. Разрыв около 2000 лет. И тысячи километров расстояния. Как похожие знаки могли оказаться на древней печати в Центральной Азии?
Случайное совпадение? Неизвестная местная система символов? След культурных контактов, о которых мы пока почти ничего не знаем? Или мы просто видим сходство там, где его не стоит переоценивать? Честный ответ науки звучит не так эффектно, зато гораздо интереснее. Мы пока не знаем. Именно поэтому эта печать так важна. Она не доказывает фантастических теорий, не объявляет Туркменистан родиной китайской письменности, не открывает тайную всемирную империю Бронзового века. Она делает другое, показывает, насколько неполна наша картина древнего мира. Мы умеем датировать стены, измерять дворцы, считать тысячи погребений, изучать состав керамики, металла и штукатурки. А один крошечный камень размером с ноготь все равно ставит вопрос, на который у нас нет простого ответа. И в этом главная сила истории Гонор-Депе. Не в том, что здесь обязательно скрыта какая-то тайна, которую кто-то прячет, а в том, что сама реальность Бронзового века оказалась куда сложнее школьной схемы из 4 колыбелей цивилизации. Целый город. Дворец, храмы, каналы, некрополь. Царские гробницы, мозаики, повозки с верблюдами. Ритуальный напиток, печати и возможные связи с религиозными традициями, которые позже изменят мир. Все это существовало в пустыне Каракумы больше 800 лет. А потом река ушла, вода сменила русло, поля высохли, и город потерял смысл. И песок принялся за то, что умеет лучше всего – скрывать. Сначала он закрыл улицы, потом стены, дворцы и гробницы. А под конец закрыл и саму память. Прошли века. Прошли тысячелетия. И мир Гонор-Депе исчез столь безвозвратно, что заново его начали открывать только во второй половине 20 века. Не потому, что он был мал или примитивен, а из-за того, что история порой теряет даже большие цивилизации, особенно те, что лежат вдали от привычных центров, от знаменитых рек и от языков, на которых пишут главные учебники. Вот почему Гонор-Депе так важен. Он напоминает, что карта древнего мира еще не дочерчена. Нам кажется, что прошлое давно разложено по полочкам. Египет, Месопотамия, Индия, Китай по своим местам, а все остальное где-то на обочине. Но стоит археологу поднять с серого холма невзрачный черепок, и под ним открывается целая цивилизация. Так сколько еще таких тайн лежит прямо сейчас под песком? Сколько неведомых цивилизаций, затерянных городов, неразгаданных историй так и не попали в учебники. И если один забытый город в Туркменистане способен изменить наше представление о целой эпохе, то, может быть, прошлое не такое закрытое, как нам кажется. Может быть, оно все еще ждет, под песком, под холмами и слоями земли, под словами на языке, который еще никто не перевел. Напишите в комментариях, слышали ли вы раньше о Гонор-Депе? И о какой еще забытой цивилизации вам было бы интересно узнать в следующем выпуске. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории о древних мирах, потерянных городах и открытиях, которые меняют наше представление о прошлом. И до встречи в следующем видео.